Так, сегодня 16 апреля, приступаем к посадке саженцев роз. Приготовили ямку, выкопали вот такую вот глубиной 40 сантиметров, заправили ее перегноем, полным комплексным удобрением азофоской и полили. Теперь, пока здесь впитывается вода, пойдем другие ямки готовить. То же самое, берем перегной, берем комплексное минеральное удобрение, заправляем наши посадочные ямки. На улице сегодня пасмурно, выпал ночью снег, и довольно-таки холодно. Розы у нас барнаульские, произведены в Сибири и для Сибири, привиты на зимостойкие шиповники. Мы эти розы уже сажали не первый год. По горсточке добавляем комплексное минеральное удобрение. Теперь нужно это полить. Вот наши саженцы роз. Вот они такие с развитой корневой системой, с веточками уже с распустившимися. Значит, и корни у них хорошие, раз они уже так пошли в рост. Так, поливаем наши ямки. Когда вода впитается, будем сажать розы. Здесь вот у нас растут розы, посаженные 29 марта. Мы их высадили. Вот они сидят здесь. Вот та розочка, вот эти вот три. Сажены 29 марта, тогда еще вокруг них розы не были распущенными. Сорт Анастасия. Очень много веточек с побегами. Почки развитые. Вот так он упакован. Здесь дополнительная бирочка Анастасия написана. Разворачиваем упаковку, смотрим. Залитые ветки парафина. Упаковка немножко подгрелась. Вот. Корни обернуты во влажные опилки. Но мы их еще дополнительно пришлось нам увлажнить, потому что до посадки прошла неделя. Как купили. Вот обтряхиваем корешки, смотрим. Вот со всасывающими корнями розочка. Корни хорошие, развитые. Вот мы их расправляем. Вот так вот. И теперь посадим приготовленную ямку. Стараемся вертикально держать саженец. Вот это вот у нас место прививки. Это место нужно полностью покрыть землей и земелькой желательно вот так засыпать, чтобы место прививки не отвалилось после поливов и уплотнения почвы. Засыпаем, землю разравниваем, комочки разминаем. Так, корни подсыпали. Дырочку придется повыше, иначе засыпется землей. Так. Добавляем еще перегноя. Вот такой у нас перепревший перегной хороший. Добавляем в ямку. Так, теперь нужно притоптать, чтобы корни не были в воздухе. Земля к ним плотно прилегла. Так, заравниваем. Розочки у нас чайно-гибридные, высоким бокалом, крупным цветком. Многие из них душистые. Розы рядом, они 2 зимы уже перезимовали здесь. Уже высаживали саженцы сибирские. Вот мы посадили розочку. Теперь можно поливать ее.
заливать надо в несколько приемов, чтобы вода впиталась, потом еще добавим. И соседние тут и приступаем к посадке следующего саженца. Здесь у нас уже приготовлены ямки, заправленные перегноем и комплексным минеральным удобрением. Это немножко взрослим и после полива. Полили мы эти ямки. Так. Вот такая розочка, сорт Шантале. Будем ее сажать. Она должна быть абрикосово-розовая. Освобождаем от пленки. Здесь также мокрые пилки. Корень довольно-таки длинный, хорошо развитый, со всасывающими корешками. Место прививки. Почек лишних здесь нет, от шиповника смотрим. Все нормально, можно сажать. Прививку заглубляем опять же сантиметров 4-5. Так как ямочки рядом, сейчас мы посадим одновременно две розы. Это у нас сорт Мачо, белая, чайно-гибридная роза. Тоже ростки развитые. В корнях очень много опилок увлажненных. Так, корешки здесь вот какие, еще больше. Хорошо, что производители корни не обстригают, оставляют их все в целости, пусть они занимают немножко больше места, но зато вот все корни, все здоровые, все развитые, почек шиповниковых не видно, все вот почки только от прививки идут кверху. Сейчас мы посадим вот эту замечательную розу в землю. Раньше с Барнаула мы выписывали розы. Там приходили розы с обрезанными очень сильно корнями. Там не было практически всасывающих корешков. Они приживались очень плохо. Из 23 штук у меня прижилось только 9. Эти должны прижиться 100%. Будем надеяться. Вот так вот посадим сейчас. Розочки. Подцепим перегной немножко. Разминаем комочки. Перегной сегодня у нас мокрый, потому что на улице всю ночь шел снег. Сейчас он растаял. И все мокрое. Розочки на одном месте могут расти 10 и 15 лет, пока роза не устареет. Вот этой розе вот точно не меньше 15 лет. У нее очень большой вон пенек такой. Ну, ее, конечно, проводим омолаживающие обрезки. Она дает новые побеги. Но пенек вот так и остался. Страшненький торчит. Ну, чтобы его выпилить, нужно пилу использовать. Пилой можно повредить рядом стоящие побеги молодые. Поэтому не трогаем пенек этот. До поры до времени, пока сам не утворится. Старость. И засыпаем ямки. Править немножко мусса.
Нужно уплотнить землю, притоптать чуть-чуть. И засыпать оставшийся грунт. Луночку сформируем. Ничего сложного в посадке роз нет. Садится все как обычно. Главное потом уход, прополка, рыхление, обрезка, удобрение. Также бороться с вредителями, если таковые появятся. Это тля, паутинный клещ и, возможно, еще болезни типа мучнистой росы. С этим совсем приходится бороться. После зимовки розы не всегда выходят без потерь. Вот у нас здесь есть маленький кустик, вот он. Один стебель полностью черный стоит, второй был зелененький, но тоже почернел. Вот если от корня не пойдут почки, значит роза погибла. Ну, в одном месте у меня есть куст, там от корня пошли побеги. Вон там есть куст такой. Ну, там сам верхний побег целый. И снизу еще идут побеги свежие, прививки. Вот они. Эти вот побеги идут от корня, от нижних почек. Бывает, от корня идет шиповник. Роза перерождается. Ну, вот по этим побегам видно, что это культурная роза. Вот еще погибшая розочка. Тоже ждем, будет почка проснувшаяся или нет. Или придется выкапывать, выбрасывать, заменять. Так что потери бывают после каждой зимы. Другие розочки, вот уже, пожалуйста, хорошо облиственные. Растут побеги у них. Через месяц, может быть, уже будут бутоны. Будем ждать. В наших климатических условиях лучше всего розы растить в теплице. Мы их здесь обрезаем на зиму, закрываем хорошо. Они здесь зимуют, а весной пораньше начинают идти в рост. На улице вот еще снег лежит. Только что черемуха начала распускать свои листья. Исходить многолетники начали. Розы, которые зимовали в грунте, те еще некоторые люди боятся открывать, потому что заморозки всякие еще бывают до минус 10-12. Это апрель месяц, всякое возможно. Поэтому лучше не рисковать, их открыть попозже. Но опять же могут сопреть в грунте. Если вот такой снегопад, сырость попадет, розы могут выпреть. А в теплице здесь хорошо им. Они растут здесь у нас до ноября, пока совсем не приморозит на улице. В ноябре уже их обрезаем, укрываем. Так что все лето они нас радуют. А в грунте, если зимуют розы, они только к сентябрю начинают хорошо расти. Также у нас еще есть один способ сохранения роз на зиму. Это выкапываем их, обрезаем, спускаем в подвалы. Но из подвала тоже доставать приходится поздно. Высаживать тоже, когда уже оттает полностью грунт на улице. И они болеют, приживаются, потом к сентябрю месяцу начинают только хорошо расти, цвести, и тут уже их в октябре опять надо выкапывать. Вот такое у нас короткое лето в нашей Сибири. Поэтому приспосабливаемся кто как может. Лилии вот у нас высаженные, горшочек были. Мы их купили в начале марта. Посадили в горшочки. И вот они уже набирают цвет. А те, которые зимовали в погребе, в подвале, они только всходят. Еще не все взошли. Так что и продлеваем цветение. Будут радовать нас дольше. Сначала раннее, потом среднее, потом уже на улице будет там еще более поздние лилии. И будут цвести в июле. Так, мы сегодня посадили 3 розочки. Сейчас мы их еще польем. Вода впиталась.
Можно еще полить. Густовато они здесь сидят. Но это теплица, место здесь ограничено. На улице можно было пореже посадить.